Там очень небезопасно. Замочит вообще. Ой, бегут куда-то. Они взяли в руки камни. Don't afraid, it's for you. It's for you. Дичь. Дичь. Блин, он сейчас звонить будет кому-то. А, твою ж мать. Так, он мне в ногу прям целится. No, don't shoot. Привет, друзья! Меня зовут Миша Ронкайнен, вы смотрите мой travel-блог, и я все еще нахожусь в непризнанной республике Сомалиленд, которая является частью Сомали. В ее столице, городе Харгейса. Уже оттуда был ролик, обязательно посмотрите, вот по ссылочке в углу его. Сегодня я хочу выехать в провинцию. Во-первых, заехать в какую-нибудь деревеньку, посмотреть, как здесь живут самые простые деревенские люди. Бедные или богатые, что у них есть. Во-вторых, заехать в потрясающее место с названием Лас-Гил. Это место, достойное всемирного наследия ЮНЕСКО. Если бы Сомалиленд был признан, то это место давно бы уже было в списке. Там были бы отели, там были бы всякие штуковины, кафешки, все бы охранялось. Но нет, сейчас все запущено. Лас-Гил — это древние пещеры, которые испещрены все наскальными рисунками, цветными. Это очень крутое место. Я видел фотографии, и теперь я хочу увидеть это вживую. Так, ну чтобы выехать из города, мне нужно получить на это разрешение. Просто так по стране перемещаться нельзя. Так что поехали сначала заедем в Министерство туризма и попросим у них разрешения. Спонсор ролика – Wix.com. В конце видео узнаешь, при чем он тут. Но сначала еду в Министерство туризма Сомалиленда. Внутри него оказалось мрачно и тускло, как в моей районной поликлинике. Разрешение на посещение Лас-Гила стоит $25. Но мне хотят еще впарить машину туда за $70. И еще говорят, сопровождение тебе нужно обязательно, потому что там очень небезопасно, типа тебя там замочат вообще, поэтому обязательно нужен гвард. Еще за $20. Но я хочу тихо забрать разрешение, permission, и просто свалить и поехать на автобусе. Друзья, я получил разрешение на посещение Лас-Гила, причем выдал мне его лично Minister of Tourism. Yes? No, Ministry of Trade, Industry and Tourism. И сейчас он меня везет до нужного мне места. Вот он, познакомьтесь. Абдурахман, Director of Tourism. Hello. Director of Tourism. The Director of Tourism, Minister of Trade, Industry and Tourism. It's you. It's you. Yeah. Представляете, меня сейчас везет министр туризма просто, ну, куда мне нужно. Это как если бы, кто у нас там министр туризма в России, не помню, Мутко вроде, или типа, меня Мутко бы сейчас вез до моего дома. Но вы понимаете, что я не хочу отдавать деньги за машину, не хочу отдавать деньги за охрану, поэтому я сейчас буду искать автобус. Лас-Гил находится в 6 километрах от главной магистрали страны, соединяющей два основных города – Харгейсу и Берберу. И я сейчас буду искать автобус до Берберы. Выйду рядом с Лас-Гилом и пройду часик пешком. Надеюсь, у меня все получится. Погнали искать автобус. Так, ну чё, я подъехал к Лас-Гилу. Лас-Гил. Ла-ла-ла-ла-ла. Выглядит пустынно, конечно. Бай-бай. Ну чё, Лас-Гил. Отсюда еще, по идее, 6 километров идти куда-то, непонятно, не вижу дороги здесь, но она где-то рядом.
Разрешение мое ни разу не спросил никто. Мне кажется, что я вообще зря его делал. Зачем это было нужно, раз никто не спросил. И знаете, что я только что понял, кстати? Я только что понял, что назад-то мне придется ехать автостопом. Автостопом по Сомали. Представьте себе. Ладно, главное сначала добраться до Лазгила хотя бы. Салям алейкум. Лазгил. Лазгил. Russia. Yes. Yes. Where is Лазгил? Лазгил. Лазгил. Где? Где? Where is Лазгил? Лазгил. Не успел я выйти из автобуса, как мне конкретно припекло башню. На улице лютый ад. Градусов 40, не меньше. Идти по пустыне в такую погоду – херовая идея. Попробую найти в этой деревне машину. Ну что, я сторговался на $9, а вот машина. Сэкономлю пару часов точно на ходьбе. Вся затонированная, только для зеркала осталось место. Окей, едем. Едем с парнем в зеленой рубахе. Все-таки, походу, пермишн придется показать. Стоит на контроле парень. Салям алейкум. Да? Ну, окей, да. Спрашивает, где security меня. Блин, надо было идти пешком и обходить все. Блин, он сейчас звонить будет кому-то. Твою ж мать. Проблема решилась привычным для русских способом. Я дал взятку. Дал парню 10 баксов, чтобы он не звонил в Министерство туризма и не говорил, что у меня нет секьюрити с собой. Блин, ну да, это лучше, чем если бы меня развернули. Я бы поехал обратно. Друзья, я вижу вдалеке там небольшое поселение. Это на пути к Лазгилу. Мы проехали уже примерно 2 километра. Вон, видите, цветные крыши тряпичные. Это, походу, и есть простые жители Сомали, которых я и ищу. Пойдем знакомиться. Это просто два, даже не знаю, как назвать, просто два строения. Если это можно назвать строениями вообще. И я подарю местным детям вот такую вот игрушку. Это кикимора. Одна из тех игрушек, которую мне прислал подписчик из Петрозаводска. Ссылка на него будет под роликом. Я дарю эти игрушки уже по всей Африке. Итак, что представляет собой этот комплекс строений, хутор, я не знаю, как это назвать. В качестве ограды поваленные ветки с колючками. Салям алейкум! Салям алейкум! I have toy for your child. Пойду сейчас зайду. Дома сделаны из цветных тряпок. Каркас, видимо, деревянный, а обтянуто все цветными тряпками. Салям алейкум. Ой, бегут куда-то. Бегут. Они взяли в руки камни. Они хотят в меня камнями кидаться. Just toy. Don't afraid. Don't afraid. I'm okay. Салям алейкум. It's for you. For you. Возьмите. It's for you. Не бойтесь, они боятся меня, представляете? Девушка взяла в руки камни. Don't afraid. It's for you. It's for you. Сейчас я Don't afraid. It's for you. Don't afraid. Hello. See you. See. Look at here. This. Блин, они боятся подходить. Положу вот сюда вот игрушку и отойду. Окей, it's for you.
Take this. Окей. Игрушка там. Вы видите это? Он смотрит на игрушку и боится ее взять. Боится подойти. Ну, давай, парень, сможешь, не бойся. Подошел, смотрит. Поглядите, поглядите, он смотрит. Он просто смотрит. Боится взять ее в руки. Давай, парень, давай, ты сможешь. О. Прям совсем рядом с ней стоит. Что это такое, они не понимают. О, взяли в руки. Вау. Теперь рассматривают. А вон там за кустом прячется женщина. Вон за тем кустом, видите, развивается платье ее. Смотрит на меня и прячется. Спряталась снова. Don't afraid. Come to me. Идите ко мне, ребят. Короче, друзья, это... Бай! Это дом, ну как мне объяснили, охранника Лазгила, которому мы давали взятку. Вот, но как я подошел, они взяли камни, ребята, они взяли камни и отбежали. Дичь. Дичь. На обратном пути поговорим с охранником. Мы с ним уже повязаны взяткой, не должен отказать в экскурсии по своему дому. А пока в Лазгил. Ну что, друзья, почти приехали. Вот он, Лазгил. С виду что-то невзрачное, непонятное. Но сейчас вы видите, какую жемчужину скрывают эти скалы. Здесь, друзья, вот в этих скалах, за моей спиной, в прошлом веке внезапно обнаружили одни из лучших наскальных рисунков в мире вообще, из всех, которые знают. Яркие, хорошо сохранившиеся. И представляете, ну здесь ничего нету, здесь пустыня, здесь вообще ничего нету. То есть можно зайти спокойно прямо в ту же пещеру, где древние люди выцарапывали эти рисунки, и потрогать их. Пойдемте же. Единственное, что сделали люди за последние десятки лет после открытия Лазгила, это вот обложили его колючей проволокой и залили бетоном лестницу небольшую. А мы уже здесь, друзья. Вот они, вы поглядите. Вы только посмотрите. Это рисунки буйволов, коз, коров. Кого здесь только нету. И они цветные. Представь только, 1000 лет назад в этих же скалах сидел мой, ну или твой прадед, жег костер, выцарапывал коровам соски на стене пещеры. Он смотрел по сторонам и видел то же самое, что видишь сейчас ты. Ох. Даже не представляете, какие чувства я испытываю. Я сам не испытывал такого никогда ранее. Это живая древность. Целое стадо нарисовали здесь древние люди. Вы только зацените это. И коровы, и кони, наверное, и люди. Помните, как у Лермонтова? Смешались в кучу кони, люди. Вот древние наши предки как раз это и нарисовали. Офигеть. Я, честно, даже не знаю, что сказать на эту тему, но это потрясающе. Ладно, поразмышляли о жизни первобытных жителей этого региона. Самое время посмотреть, далеко ли ушли нынешние. Помните, на КПП нас ждет один из них.
и где он? Что-то здесь никого нету. Охраннику надоело охранять веревку, и он ушел в поселок обедать. Ну, ок. Я как будто в компьютерной игре. Квест пойти в дом к местному жителю. Мы встретились с этим полицейским. You home? Yes, мы едем к нему домой. Смотрите, is it Калашников? Есть, Калашников? У него Калашников. Is it a good gun? Yes? Best gun? Yes. Лучший автомат, который только возможен. Так, он мне в ногу прям целится. Оп, оп. Калашников. Везде все используют Калашников. Причем у него два пальца только, двух пальцев нету на руке. You don't have two fingers. You don't have two fingers, yes? Yes. How you shoot? How you shoot? А? This finger? Yes. Somalian war? Потерял два пальца на сомалийской войне. И теперь стреляет не обычным привычным пальцем этим, а вот этим. Yes? This one? This one? No. Don't shoot. О, да, такие дела, друзья. Ладно, едем к нему домой. Вторая моя попытка войти в этот замечательный дом. На этот раз я захожу вместе с хозяином, который вооружен калашом. То есть, если нас будут закидывать камнями, он сможет отстреляться. Салям алейкум! Так что, двор состоит из нескольких строений, которые обтянуты. Все они обтянуты какими-то тряпками. Глядите, то есть это часть пакета какого-то, это просто тряпка, там тоже тряпки. И сейчас, друзья, мы войдем непосредственно в дом. Нас туда пустят. Весь дом, как вы видите, это просто деревяшки, каркас из деревяшек, из коряк каких-то, обтянутый тряпками и пакетами полиэтиленовыми. How are you? Заходим, ну, вход, я не знаю, пролезу я в него, он явно заточен под худых сомалиленцев. Ох, друзья. Здесь небольшой предбанничек, знаете, как бывает в палатках. И ребят, тут даже пол это просто пустыня, пустынный пол. То есть палатка, по сути, развернута на камне. И внутри нету ничего. Висит только скарб нехитрый. То есть это, видимо, фонарик. Да, это фонарик. Вот, чтобы свет был. Висит баклажка. 20-литровая, наверное. Куча тряпок. И, собственно, да больше ничего. Вот здесь sleep, for sleep, yes? For sleep. Вот эти вот коврики, они для сна. То есть ночью, когда стемнеет, их расстилают и ложатся спать. Can you show how you sleep? Show. How many people living here? Four? 6 people living in this 6 people. Так, а что это? Это кухня, ребята, это маленькое строение, небольшое. Поглядите на него. Это кухня. Здесь готовят еду женщины. Окей, друзья, это самодельная, так сказать, самопальная плита. Бочки, закопанные в землю, жжется костер и делается еда. Кухня находится снаружи, такая вот, с горелками. Yes. О, петухи! Курицы, петухи и ягнята. Ребята, посмотрите, это ягнята. Это маленькие ягнята. Little? Yes. Да, тут загончик, сделанный из веток деревьев, за которым пасутся ягнята. Вон они в тени скрываются, в тени этих деревьев. Ну, собственно, все, больше ничего здесь и нету. Так вот живет Абдурахман и его семья. Пора сказать спасибо Абдурахману за то, что он показал жилище. Но это, конечно,
Жесть. Напишите в комментариях что-нибудь доброе этому человеку. Он вряд ли увидит их. Но как-нибудь я ему пошлю лучики добра вместе с вами. Потому что, это, конечно, дичь. Жить здесь без туалета, без душа. По сути, это каменный век реально. Это настоящий каменный век. Вот здесь рядом этот Лазгил находится, в котором 4000-летней давности рисунки. Так вот, 4000 лет назад также жили, только вместо пакетов и тряпок были шкуры на домах, на зданиях. Также делали изгородь из вот этих вот колючих веток. Ничего не изменилось. Ничего не изменилось. Люди живут в Сомалиленде вот таким образом. You have a good house. You have a good house. You strong man. Very strong. Thank you very much. Thank you very much. So, go back. В ролике из Чечни моя жена рассказала про свой проект длиною в жизнь. Она ездит по миру и расспрашивает людей об их мечтах. Тогда она начала делать сайт для этого проекта. Давай узнаем, как с ним дела. Настраиваюсь на Настину волну через астрал. Настя, слышишь меня? Да, Миша, я тебя слышу. Я наконец-то закончила свой сайт. Вот он. Я на самом деле не думала, что выйдет так классно. Хоть я и не программист, но я делаю этот сайт полностью сама. Это заняло у меня всего лишь несколько часов. Даже больше времени занял именно отбор фотографий, написание текстов. А так, загружать на сайт их было вообще супер элементарно. Здесь собраны портреты разных людей с их историями и их мечтами. Я собрала их, когда путешествовала по всему миру. И собираю до сих пор. Некоторые из собранных интервью я загружала на YouTube, некоторые в Контакт, некоторые в Инстаграм, и наконец-то я собрала все интервью в одном месте, на этом сайте. Спасибо Виксу. Даже я, не сильно разбирающаяся в программировании, легко справилась с этим сайтом всего за один вечер. А в разделе «Контакты» есть подробная информация обо мне, и также вы можете мне написать, если хотите стать героем или частью команды. Ну что, ребят, заходите на мой сайт, заходите на Wix. Если хотите собрать свой сайт, все ссылочки будут в описании. Миша? Ну что, план выполнен? Лазгил посмотрели, дом простого сомалиленца посмотрели. Ночевать в нем не хочется, так что едем назад в город. Интересно, что в Сомали с автостопом? Пока я проверяю, подпишись на мой Инстаграм. Там то, чего нет в роликах. Буду ловить попутку. Что еще делать? Харгейза! Блин. Харгейза! Харгейза! No, I'm chair. This full. Another bus waiting. Блин. Салам алейкум. Харгейза. 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 Ван. You go, you buy money. Extract. Money? Yes. $5. No. Okay, sorry. $10. $5. No. Sorry, bye. How much? How much? $8. 8? Yes. 7? No. 7? Okay. Биляль. Yes. Bila, Поймал машину. Едем в Харгейзу. Друзья, следующий ролик будет из Судана. В Судане у нас есть собственное королевство, и мы едем его проведать. Это не шутка. Действительно, у нас есть собственное королевство в Судане. Ролик оттуда будет еще более крышесносный, чем тот, что вы смотрели сейчас. Обязательно подпишитесь на канал, чтобы не пропустить его. Поставьте этому видео лайк. Ну и загляните в описание, там все нужные ссылки. Спасибо, что смотрели, друзья. Увидим мир вместе. Пока. Yes, Somaliland is a safe and secure country. It's located in Horn Africa. So we have a very beautiful tourism area like Lascaux
So we are welcoming everyone to come and see Laskel and other tourist sites in Somaliland.